Ну что, друзья, настало время сказать, у некоторых из вас были вопросы. Да, я наконец-то реализовываю свою мечту. Взяла я все-таки по акции сайдинг в Леруа с помощью одного очень хорошего человека, потому как денег у меня не хватало. Вот. Саша мне занимается отделкой дома. Выглядит это будет, конечно, очень красиво. Белый дом. Я так и хотела на самом деле. У него будут коричневые углы и коричневая панелка. Вот. Поэтому вот такую красоту мы скоро увидим. Дом скоро доделает уже Саша, но он только по выходным приезжает, его делает, потому что он же работает. Вот. И вечером, если приезжает, помогает что-то, то такими глобальными вопросами не занимается. Вот. Но у нас есть же другая проблема. Мы дом построили, получается, 8 лет назад. Такой. У нас был до этого другой на одном из видео. Там есть у меня превью, какой был. Был 6х6 с мансардой. Это была дача. А когда мы решили здесь жить, 8 лет назад, мы построили, буквально обстроили, расширили этот наш 6х6. Я сама делала проект. Дом полностью по моему проекту изготовлен. Грубо говоря, изготовлен, не знаю как. Короче, мужики собрали дом сами, естественно, по моему проекту. Проект я делала 2 года. Почему так долго? Потому что, во-первых, копили мы деньги на строительство, на материалы, строили своими силами бесплатно, естественно. Копили деньги на материалы. То есть окна, у нас только 9 окон получается. Окна, брус и так далее. И задача стояла в проекте 6х6 оставить и дом спроектировать дополнительно таким образом, чтобы эти 6х6 сохранить, и чтобы внутри планировка устраивала и была такой, какой я мечтала. И по сути, я 2 года крутила, вертела, купила специальную программу по проектированию домов, крутила, вертела эти свои 6х6. В результате у меня получился 9х11, он 100 квадратов. 100 квадратов дом, что нам, естественно, за глаза. Планировка я где-то, по-моему, снимала в одном из видео. Рум-тур как-нибудь сделаю, потому что у меня не до конца ремонт сделан в доме. Это второй такой важный шаг, который хочу сделать тоже в этом году. И получается, проблема в чем? Мы его построили и сразу же остались в нем жить в этом же году, в 2015. Естественно, мы ставили окна, ума не хватило на тот момент, не озадачивались этим вопросом и поставили сразу пластиковые окна, дом из бруса, поставили сразу пластиковые окна в брус без обсады, и получилось, что зазоры тоже оказались недостаточными, и некоторые окна теперь плохо, ввиду того, что дом сел за эти 8 лет, плохо открываются, закрываются. И есть одно окно, это в гостиная, гостиная с кухней у нас, совмещенная. Одно окно, которое вообще не открывается. И Саша сейчас, кроме того, что занимается отделкой дома, он еще переделывает мне тут отливы, они не совсем правильно были сделаны. Он их наискось делает, вода не сбегала. У окон неправильно, видите, отливы сделаны, они сделаны вровень, и вода не стекает. В кабинете у меня там вода вообще затекает туда. Поэтому такие у нас новости по отделке дома. И Саша, естественно, будет снимать, демонтировать окна, делать пропилы, переустанавливать окна, почти все. Будет также отливы, отделку окон еще надо купить. И первое окно, с которого он начал уже сегодня, это окно, которое им следует сейчас выколотить, вытащить, пропилить, поставить. Пока он это не сделает, он не может дальше сайдинг продолжать, выше делать. Так, ребят. А этот я хотела красить, представляете, мы специально отделку фундамента, эту под покраску покупали. И я хотела его коричневый красить. А потом посидела, подумала, а зачем нам все равно делать отмостку? Мы сделаем ее тоже, купим бетонную плитку такую же, не крашеную. Она и дешевле под отмостку, и все будет идеально. Вообще классно, даже мы придумали. Что еще важно? Как-то так пока.
Всем привет! Как там, дочь? Всем привет. Всем привет, мои любимые, дорогие подписчики. Значит, всем привет, мои дорогие любимые подписчики и зрители моего канала. Мы приехали в клинику Мишалкина по показаниям. Мамуля что сделала? Заболела, как всегда. Сейчас встречаемся с кардиологом. Шутки истеричные на самом деле. Сейчас будет встреча с кардиологом. Привезла ему всяческие свои анализы. Посмотрим, что он мне скажет. Наследственность у нас есть. У меня у папы стоит несколько стендов. Он наблюдается. Он постоянный гость клиники Мишалкина. Вот. Поэтому у сестры моей младшей проблемы в сердце обнаружены. Мне обещали, что у меня будет здоровое сердце. Лет 8 назад я была у кардиолога. Мне смотрели кардиограмму, УЗИ делали, сказали, что у меня сердце как у спортсмена, что я буду жить еще лет 20 с таким спортивным сердцем. Но, как оказалось, прошло 8 лет, и у меня обнаружены серьезные изменения в сердце. Вот, поэтому то ли кардиолог был некачественный, то ли образ жизни был некачественный. Сейчас посмотрим, короче говоря. Потом включусь, все расскажу вам, друзья мои. Ой, пока ждем время к доктору. Покажу вам немножко покажу наш Нарымский сквер. Фактически это центр города. Сама здесь не была 1000 лет на самом деле. О, видите, теннисный корт здесь сделали. Молодцы какие. Скамейки. Кстати, в Сибири не говорят скамейки, в Сибири говорят лавочки. Так же, как говорят поребрики, а не бордюры. О, ветерок. Да. Жалко мне городских жителей, конечно. Пытаюсь вздохнуть, а воздуха нет. Нет, просто его нет. Даже несмотря на то, что здесь очень много деревьев, нет воздуха. Зайка, помаши ручкой маме. Привет, зайка. Кормушки для птичек. Да? Или для белочек. Интересно, здесь есть белочки? Ага. Ну, в прошлом году уже были, да? Фонтан есть. Ага, дойдем до него. Сколько время? 28 минут. 28? Да, 1 часов. Ну, наверное, даже не знаю, успеем до него дойти. Да. У нас все-таки белочка. Красавица. Есть на Нарымском сквере белочки. Так, куда она сбежала? Белочка, вон она поскакала, видно вам? Сейчас на дерево полезет. Орешки. Ой, какая чудесная, на задней лапке стоит, да, дочь? Да. Я хочу себе такого домашнего животного. Белочка какая, смотри. Если бы ты ей что-нибудь давала, она бы к тебе на руку села, ну, подошла близко. А так у тебя ничего нет, видишь, она близко, она не боится. Их здесь кормят, она не боится. Красотульчика какая. Маленький фонтан, но симпатичный. Иди, зайка, на фоне фонтана. Привет!
Красавица ты моя дочечка. Он вечером светится, видишь, там лампочки. Видишь? Разноцветная подсветка, ну. Она, наверное, как всегда холодная. Сука-то, блядь. Я боюсь, что-то не треснет. Да нет, просто интересно. О. А я думала, ты окно будешь вытаскивать. Ну, конечно, так ко мне же надо это... штабик снять. Что так все зажало? Ну, наверное, блядь. Ура, свежесть. Окно открылось, ага. Спустя много десятилетий. Пошел. Блядь. Ну, получается, зажато, что ли, было? Открыл и пошло, да? Чтобы не пропустить, как из своего дома мы сделаем конфетку, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте обязательно колокольчик. Ну, чего мы не ждали, вытаскивая окно? Так это дождя. Вот, смотрите, друзья, у меня тут разруха. Прям разруха. Ты осторожно же, да? Потому что здесь вот же и травка посеяна, слышишь? Вон, смотрите, какой у нас пирог у дома. Дом какой. Вот, видите? Брус, утеплитель. Там еще мембрана. Потом гидроветрозащита. Потом USB. Вот какой у нас широченный получается пирог. Том какой толстый. А ты приготовил это? Кого? Кого? Целлофан на тот случай, если дождь польет. А что его долго нести? Куда ты не захлёстывай? Куда? На ту сторону. Да. Страх Господний. Сколько уборки. Вот, Саша проем увеличивает, видите? Да. Собака, поздоровайся с людьми. Скажи привет, зрители. Со зрителями поздоровайся. Не закрыл себе дверь, по-моему. Богай, ну куда ты? Ну-ка сядь. Юля, у тебя же есть эти? Да. Ай! Дрессируй его там. Бугой! Сядь! Немедленно сидеть! Открыл бы ему чуть-чуть не так дышать.
Фу. Сядь на место. Сядь, сиди. Да вот как, куда ты на меня посадишь? Переползай, здесь все блохастики. От болгарливки. Здесь все блохастики. Да он не блохастик. Мы лечим его, даем таблетки периодически от блох. Так что он не блохастик. Ты не блохастик, болгарий? Он в окошко хочет посмотреть. Иди на заболотце. Болгай! Болгай, ты в лес не ходи. Там бабайки. Не хочешь меня плакать? Нет, он пописить. Я писаю. Мама, подожди меня, все нашла. Землянику? Ой, комары, мама моя дорогая. Не свечи меня, болгарь. Смотри, какие елки красивые. Там вообще офигенно. Прям темные такие, да, красивые? Да. Мгм. Здесь вообще красиво. Ой, здесь ельник высаживали. Бабайка здесь живет, такие в сказках были. Здесь ельник высаживали. Пойдем посмотрим. Здесь, по всей видимости, Болгарь. есть маленькие елки. Ой, садненько. Ой, нет, я не пойду. У меня ноги. Пойдем, дочь, я не хочу. Пойдем. Ноги голые у меня. Трава фу, мерзкая. Давай попробуй. Нет, дочь. Че он там нюхает? Бумага. Очень сладкая. Очень вкусная. Короче, здесь ельник высаживали, потому что тут прям такие елки с сплошняком стоят. Видишь? Вот они. Интересно, маленькие есть. Красиво. Там вообще как в сказке. Ага. Там смотри, какие как в сказке. Ого. Да? Где бабайка живет, да? Да. Болгай, не ходи далеко в лес, там бабайка живет. Нет. Хватит тебя, хватит, бабайка. Иди гуляй, Болгай. Ты мне сама сказала, что здесь бабайка. А это что за... Тут она на каком-то вездеходе проехала. Причем по свежаку вообще. Это папоротник называется. Никто не знает. Папоротник Да. цветет в ночь 6 на 7 июля. Если кто-то это увидит, значит будет счастлив. А мы не увидели. Это ведьмина трава, дочь. Это что такое? Ну вот так. Болгар, ты куда пошла? Болгар, что ты там опять живешь? Но он травку всякую выбирает себе, Юль. Пойдемте. Мама уходит, я с тобой, да? Надо было побрызгаться, да? Надо было, ну, комары с коня. Я тебе говорила, что в лесу огромные комары. Ты же меня не слушаешь? Ты же у нас... А, ты же у нас самая умная девочка. Ты-то вообще вон в кофте, хоть и в длинных штанах.
А это вообще полуголая. Полуголая. Ну, мне кажется, вон там вот много комаров, куда вон туда вот есть нормально. Да, мам? Ага. Туда вот, ну, здесь. Сейчас. Ладно, ой, подгойный был сейчас. Траву, видишь, ест. Если он выбирает свою траву какую-то там лечебную Вкусно. и ест. Вкусно? Вот. Сколько это лет на земле? Вот такое оно есть. А я же не гандам. Жрут, меня жрут. Заживо жрут. О, там крас. Кукушка какая-то. Нет, если бы меня так не жрали, и с нами пошел бы твой папуля, то я бы пошла дальше. Мне просто интересно, куда ведет эта дорога. Но меня сильно жрут, и я боюсь. Я боюсь далеко ходить одна в лесу. Всю жизнь так было, не знаю. С детства так. Такая трусиха. Все, пошлите обратно. Болгай, 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 помоги, Болгай, помоги, помоги, Болгай, помоги, спаси, Болгай, помоги, помоги, на меня напало лесное чудовище. А куда меня там ягодок не собирают? Пойдем. А у него есть, наверное? А значит, пусть меня сжирают, да? А папа твоего крестного пусть пощадят, потому что у него есть брызгалка, да? Ну, тут просто с него здесь, дадут яйцо. А сюда? Беги к папе, Болгай. Болгай, где ты? Болгай, где папуля? Беги. Папуля, беги, 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 беги скорее. Папуля, догоняй, догоняй. Догоняй папулю скорее, беги. Че бы понимал еще, господи ты боже мой. Что за звуки? Что за звуки? Кто может издавать такие звуки? Друзья, если вы знаете, какое животное или птица издает эти звуки, напишите в комментариях. Что за звуки там в лесу? Кто-то издает такие звуки непонятные, такие никогда не слышала. Например, Ну, не знаю, похоже на сову. Ну, какая сова-то сегодня? На сыча похоже. Ай, блин. это Болгай. Пускай идет. Сейчас тебя бабайка за жопу. Хвать, 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 хвать. Папуля тебе насобирал ягод, да? Да. Земляника. Ничего себе. Молодец, папуля.